единый подземно-наземный мегалитический комплекс, как фундамент, основание какого-то предыдущего разрушенного катастрофой мира. Я даже не уверен, что это одного мира, поскольку если сопоставлять геологические и фольклорные данные катастроф, разрушающих прежние миры, было минимум 4, потому что миров, например, по преданиям ацтеков, по преданиям майя, индийским преданиям было 5 или 6. Вот. А по джайнским чуть ли не 7 религиозным текстам, и их разрушали глобальные катастрофы. Поэтому вот этот вот комплекс, который состоит из подземных сооружений, подземных городов, из руин каких-то мегалитических построек, переходящих плавно вот через подземные сооружения. Причем между ними иногда даже не видно каких-то стыков, скреплений. Как бы вот мегалитические блоки как будто сами вырезались из скального основания и дальше продолжали его. Возможно, это единый какой-то последний мир, разрушенный, предыдущий, предшествующий нашему. Возможно, в разных местах разные миры, то есть не только предпоследний мир, но еще и предшествующий этому предпоследний мир. Это трудно сказать, потому что эти комплексы немые, они не содержат никаких полезных ископаемых. И определять абсолютно его возраст я пока вижу только один возможность. Это соскребать мономинеральные фракции с корок вторично измененных пород, с подземных городов, и выделять там, например, калиевые минералы, проводить калий-аргоновый методный анализ, мы определим не возраст постройки этих сооружений, а только время, когда образовалась вот эта корка вторично измененных пород. По крайней мере, определять его возраст по найденным в нем уголькам пород, как это делается сейчас, лоскуткам одежды, там, остаткам каких-то корзин, скелетным остаткам, которые могли попасть туда через, допустим, 50, через 10 миллионов лет. Вот. Это совершенно неправильно. Получается, что вот эти вот мегалитические сооружения, они, хотя и слагают, на мой взгляд, один комплекс по всему миру, который глобально распространен во всем мире, он охватывает весь земной шар, он также развит и на дне океанов, он представлен в генеральном плане 3 разными образованиями. Это подземные сооружения, причем некоторые подземные сооружения, они просто потрясают четкостью исполнения. Явно здесь работали не зубила, не какие-то кустарные инструменты, абсолютно идеально вырезанные куполовидные пещеры с совершенно ровными стенами, что это явно какая-то машинная обработка. В районе Израиля Бет-Гаврин, колокольных пещерах высотой 30 метров в высоту и диаметром около 100 метров. Видны следы сверления, причем сверху шел какой-то бур расширяющегося диаметра, они отчетливо видны. Какая цивилизация все это сделала? На многих этих сооружениях, например, таких же сооружениях Мареши и еще в Израиле, вырезаны пирамидальные или трапециевидные отверстия, которые идут по периметру. Для какой цели? Для чего? Акустика в этих помещениях, как правило, ошеломляющая. Там проводятся оперы. Или, например, как в этом году мы видели в Болгарии, на наружной части таких сооружений часто видны, наоборот, трапециевидные отверстия, которые тоже по определенной системе расположены, а там вообще нет никакой акустики, там просто нет эха, они называются глухие камни в связи с этим. То есть это тоже, наверное, не случайное какое-то совпадение. В одном случае там эхо такое, что просто трудно его выдержать, в другом эха нет вообще. Вот. То есть древние цивилизации строили эти сооружения с учетом явно использования их каких-то акустических свойств. Второй этот комплекс, мы просто мегалитические, руины мегалитических каких-то построек, замков, строений. Чаще всего они часто сложены из базальтов, андезитов, известняков, совершенно разных камней, причем разные блоки. Бывают и квадратные формы, бывают и сложно вырезанные совершенно, вот как, например, в Хатуши, и каких-то в виде лестниц, там, уступов вырезаны. Бывают иногда прямоугольные блоки, там, по 500, по 600, по 1000 даже тонн, как в Ливане лежит такая махина, которые прислонялись. И третий тип – это вот на вершинах гор, которые мы видим, я называю их Эльфейские крепости, по периферии мегалитические блоки. Иногда они бывают несколько тонн, иногда бывают десятки тонн, причем многие десятки тонн. Как правило, на площадке идут круглые колодцы, какие-то арки, которые опускаются вниз и которые, на наш взгляд, совершенно сознательно кем-то засыпаны были, чтобы их не изучали. Как правило, экскурсии туда не водят. В справочных материалах, например, в туристических гидах о них вообще ничего не говорится. Например,
вот когда я начал говорить про Хатушу, забыл сказать, что при описании Хатуши то, что там есть мегалитические сооружения, не сказано ни слова. Ни в одном туристическом гиде, ни в одном описании в интернете, ни в одном археологическом материале об этом, который я читал, тоже не сказано ни слова. И мы лишь поехали туда, предполагая, что мы можем встретить такие блоки, потому что там до нас была экспедиция Склярова, которая описала, вот что там есть мегалитическая кладка, причем в соседнем месте Валаки-Хаюк, и такое вот обилие мы увидели. То ли идет замалчивание, то ли не знают, то ли действительно вот археологи, которые работают, они понимают, что этот комплекс не вписывается в вот эту датировку, которую они проводят, и пытаются просто замолчать о его присутствии. Это касается и каменных статуй, например, в музее Анкары. В музее анатолийских цивилизаций в Анкаре стоят и каменные сфинксы, и каменные львы, они же есть и на месте, которые тоже датируются хетской эпохой. Когда мы сопоставляем эти разрушенные сфинксы, которые с оторванными ушами, с головами, съеденные эрозией, с мощной коркой вторичных изменений, когда мы сопоставляем с идеально сохранившейся керамической вазой, что они одного возраста, возникает очень большое, мягко говоря, сомнение. Строили эти сооружения совершенно разные люди или существа. То есть вот те сооружения, которые сложены из блоков, которые весом по десятки и сотни тонн загружены на гору, или же где-то мы видим в таких, не совсем на горе, в горных местностях, но которые большей территории раньше занимали. Вот создается впечатление, что их строили действительно какие-то гиганты. Причем существует много преданий о гигантах, которые с помощью своей психической энергии, с помощью левитации этих камней перемещали, даже не сами затрачивая на это усилия, а обладая какими-то сверхчеловеческими способностями. Второе, и это несомненно, вот в Турции, в Фригийской долине, мы это видели, когда ездили по ряду объектов, многие сооружения были построены людьми или существами близкого к человеку телосложения, и подземные сооружения. Потому что, например, комнаты, которые сохранились, окна сохранились, двери в эти комнаты сохранились, в них совершенно нормально проходишь, в них совершенно комфортно себя чувствуешь. Это все вырезанное в камне. Вот. То есть строили существа, то, что они затягивали эти блоки на гору, а это не только блоки, это вот комнаты, в которой нам комфортно, в которой вот мы сидим, комната примерно такого размера, вырезана целиком из камня. Вот камень, вот такая глыба была, и вырезано внутри отверстия, потом окошки вырезаны и так далее. Все это затаскивалось на гору. То есть это опять-таки существа, которые обладали какой-то немыслимой сверхчеловеческой способностью. Также точно многие подземные сооружения, потому что, например, в Татларине я видел под землей там туалет сохранившийся, который явно был для существ обычного нормального человеческого телосложения примерно. Вот, был построен по сходному принципу. И в то же время некоторые сооружения, такие как в Каппадокии, видимо, строились какими-то карликами. Я не могу привести лучшего сравнения, чем это Чуть, которая на Урале. И, кстати, о том, что там людей была Чуть, об этом нам говорили еще на первом курсе института, так неофициально, что все медные месторождения находили по следам этого загадочного карликового народа Чуть. В сказках это называется гномы, то есть какое-то гномье племя, потому что по многим подземным сооружениям приходится буквально проползать чуть ли на четвереньках. Особенно это видно и в Каппадокии, в Израиле, в городах подземных, что их строительство часто происходило в несколько этапов. То есть вначале какие-то работали машины, механизмы, делали залы, великолепные сводчатые арки, колонны, вырезанные в камне, скульптуры, судя по всему, стояли. Я даже нашел в одном таком зале какую-то над аркой письменность. Причем показывал специалистам выбитая письменность явно того времени, когда это строилось. Причем трактовка их была разная. Один специалист из Сербии сказал, что это примерно дата древнеславянская, которая примерно соответствует 3-му тысячелетию до нашей эры. Вот. А учитывая, что это сооружение, поскольку там много выбито крестов, барельефов, официально датируется византийской эпохой. Но, сами понимаете, уже наша христианская эра. Другие специалисты сказали, что это вообще не дата, а написано, типа, вот я сейчас дословно не помню, наследие от прошлых к будущим цивилизациям. Вот. То есть как бы вот это мы умрем,
или мы погибнем, а это вот переживет века и останется вечно. То есть вот такой вот перевод есть этого строения. Но это вот достаточно интересно. И, судя по всему, стояли какие-то статуи. Причем, например, в долине Любви в Каппадокии я видел место, где эти барельефы этих статуй сохранились. Они изъедены сильной эрозией, сглажены. В плато Большой Язликая в Турции, в Фригийской долине, это между Эхиньор-Карахисаром городом и Шихиром, к западу от Анкары, примерно 200 километров, на плато Большой Язликая, там тоже сглаженные эрозией сохранились и достаточно хорошо не видны на фотографии монументы каменные львов, слонов, птиц каких-то и других мифических животных. С трудом узнаются их контуры, но они с разных углов узнаются, потому что, видимо, прошло миллионы лет с тех пор, как они изготавливались. Сохранились там каменные троны, колодцы и так далее. То есть все это вот наследие древних цивилизаций. Цивилизации, как я сказал, скорее всего, были разные. То есть великаны, цивилизации часть этих строили, часть строили существа, близкие к нам по телосложению, по крайней мере, те города, которые называют эльфийскими. Возможно, это мифические эльфы, которые обладали сверхспособностями. Гномьи. Просто дальше пришли обычные люди, которые... Каждая цивилизация, которая происходила, вносила изменения, например, в подземные города, достраивала их. Например, если вначале работали машины, дальше начинали работать с помощью зубил обычных каких-то каменных. И часто это вводит в заблуждение. А кроме того, вот, например, мы в Турции, опять-таки, в районе Чавушин наблюдали, как какие-то современные силы ездят и с помощью зубила портят вот эту каменную, идеальные, вырезанные вот эти сооружения, видимо, чтобы тоже внести иллюзию у туристов, может быть, у специалистов, что это недавнее строение каких-то примитивных дикарей, а не какой-то высокой цивилизации.